Здравствуйте, друзья! Каждый год садоводы открывают для себя все новые красивые растения. И сегодняшнее видео будет как раз о такой высокодекоративной, эффектно цветущей и универсальной лиане. Ее можно выращивать как в саду, так и в контейнере, например, на балконе, веранде и даже как комнатную культуру. Речь пойдет про тунбергию. Поскольку это растение еще мало знакомое цветоводам средней полосы, я думаю, многим будет интересно узнать о нем более подробную информацию. Тунбергия – это декоративно цветущая лиана, принадлежащая семейству акантовые. В ее роду насчитывается около 200 видов. Все они отличаются своими размерами и окраской цветов. Есть также однолетние и многолетние представители. Это растение привлекает не только своей красотой, но и стремительным ростом. Тунбергия активно наращивает свои длинные плети. Из ее зарослей можно за короткие сроки вырастить самые разные цветущие вертикали, создать эффектную ширму или живую изгородь, прикрывающую вашу зону отдыха от палящего солнца или любопытных глаз. В этом случае вам понадобится несколько растений высадить на небольшом расстоянии друг от друга. Также этой лиане необходима соответствующая опора. Побеги тунбергии оплетают вертикали на высоту более 2 метров. Эта лиана также способна хорошо разрастаться вширь. С ее помощью можно прикрыть неприглядную стену хозяйственной постройки или старый забор. Плети будут цепляться за сетку-рабицу, а вот к забору из профнастила придется прикрепить какие-то направляющие или приставить к нему соответствующую опору в виде решетки или шпалеры. Проще всего соорудить из длинных конструкций, связанных в верхней части, высокий каркас-пирамиду. Такие опоры часто используют для клематисов. Тунбергия красивая даже своей листвой. Она насыщена зеленой окраски с небольшим опушением и длиной от 3 до 10 сантиметров. Но особенно привлекает внимание ее многочисленные яркие цветы, которые раскрываются с июля до осенних морозов. Конечно, такое обильное и непрерывное цветение можно получить лишь на солнечном расположении и при соответствующем уходе. Тунбергия любит своевременный полив и внесение удобрений. Горшками с этой лианой легко задекорировать самые разные участки в саду, и не только. Например, заплести садовую арку или беседку. Ее плети красиво украсят вход в дом, террасу или городской балкон. Тунбергию выращивают в вазонах в виде неспадающего водопада, как ампельное растение. Она интересно смотрится в интерьере и на комнатном подоконнике. Однако при выращивании этой лианы стоит знать, что она родом из тропиков. Очень любит свет, тепло и оптимальную влажность. В садах с морозными зимами тунбергия не зимует, но при желании осенью вы можете низко обрезать все ее плети, выкопать растение и пересадить в горшок. После занести его на зимовку в прохладное помещение. А с потеплением, когда устоится погода без возвратных ночных заморозков, тунбергию можно будет опять высадить в сад. Еще проще выращивать эту лиану в объемном контейнере. Тогда вам не придется выкапывать ее осенью. Такой вазон можно периодически переставлять, украшая им разные места на вашем участке. Но следует помнить, что любые растения с закрытой корневой системой требуют немного больше внимания. Их потребуется чаще кормить и поливать, так как грунт в горшке пересыхает быстрее. Если же выращивать тунбергию как однолетник, ее просто сеют на рассаду. Делают это в марте, начале апреля. В каждый стаканчик высевают по одному-два зернышка, предварительно замоченные на пару часов в воде, растворе эпина или другом стимуляторе роста. Всходы прорастают при температуре плюс 22-24 градуса уже на 7-10 день. Не забывайте про свет и оптимальную влажность грунта. Он не должен пересыхать и быть переувлажненным. Когда ростки вытянутся более чем на 10 см, их прищипывают. Это даст возможность развитию боковых побегов. Такую формировку проводят несколько раз, чтобы лиана выглядела более пышной. А для более обильного цветения рассаду подкармливают удобрениями с преобладанием фосфора и калия. Молодым растениям также потребуется опора. В сад тунбергию можно будет высадить только с потеплением. Расстояние между саженцами выдерживает около 30-50 см. Если на вашем участке тяжелый или кислый грунт, внесите под перекопку песок
и гашеную известь. Тунбергия любит питательный, рыхлый, нейтральный или известковый состав. В зависимости от ваших потребностей соорудите ей соответствующую опору. Эта лиана хорошо развивается не только вверх, но и в стороны. Уход за Тунбергией достаточно простой. Все слабые побеги удаляют. В жаркий засушливый период крону можно опрыскивать, но делают это рано утром или вечером. Также стоит следить за появлением вредителей. В случае их обнаружения плети обрабатывают инсектицидами. При посадке в неподходящем, сыром или затененном месте листва Тунбергии может пострадать от грибковой инфекции. И в этом случае потребуется обработки фунгицидными средствами. Кстати, недостаток света Тунбергия вам очень быстро покажет своей мелкой листвой и скудным цветением. Интересно, что название этой лиане было присвоено в честь шведского ученого-натуралиста Карла Тунберга. Ее разнообразие видов и окрасок просто поражает. В зависимости от разновидности цветы Тунбергии могут быть голубыми, сине-фиолетовыми, белыми, желто-оранжевыми, красными и прочей расцветки. Их диаметр около 4-8 см. Некоторые виды еще обладают приятным ароматом. Сейчас в продаже встречаются семенные смеси окрасок и разных сортов этой лианы. При желании уже с выращенных растений вы сможете собрать свои семена для последующего размножения. Очень популярная среди цветоводов Тунбергия крылатая. Этот вид еще прозвали черноглазой Сюзанной. А все потому, что в центре цветов есть воронка черного цвета, которая выглядит как глазок. В продаже можно найти сортовую серию этой Тунбергии под названием Сьюзи. Также популярная серия Грегори. Не менее красивая Тунбергия African Sunset с многочисленными терракотовыми цветами. Эта привлекательная лиана порадует вас своим непрерывным цветением в течение всего лета. Невероятно эффектная Тунбергия крупноцветковая. Ее цветы около 8 см диаметром, распускаются в длинных кистях голубой или сине-фиолетовой окраски. Цветение длится с конца мая по сентябрь. А у Тунбергии душистой цветки белого цвета и очень ароматные. Длина ее плетей может достигать 6 метров. Есть и другие не менее привлекательные разновидности этой лианы, которые подходят для выращивания в саду и в контейнере как комнатное растение. Если вы хотите разнообразить свой сад или дом интересными цветущими культурами, или создать эффектные, долгоцветущие вертикали, обратите внимание на Тунбергию. Подобрав разные сорта и виды, эта лиана будет радовать вас своими яркими цветами весь сезон. При несложном уходе растение быстро наращивает свою зеленую массу и входит в продолжительное цветение. Тунбергия достаточно универсальная и подойдет не только для вертикального озеленения. Из нее получаются красивые ампельные композиции. Главное – обеспечить ее светом, питанием и своевременным поливом. Не высаживать в тени и на холодных сквозняках. Поделитесь и вы своим мнением об этом растении. Возможно, вы посоветуете еще какие-то редкие и универсальные лианы для выращивания в саду и домашних условиях. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.